Друзья мои, всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы немножечко на террасе, и я хочу показать свою рубашку. Я обещала девчонкам в Телеграме, я ее сегодня получила, распаковала в Телеграме и вот надела на себя. Что мне вообще нравится, от чего я прям пищу, это от того, что вот здесь легким движением превращаются длинные рукава в короткий летний вариант, вы понимаете, да? Зима, осень, весна, лето. И ты можешь ходить в этой рубашке круглый год. Но если кто-то любит такие универсальные вещи, то, пожалуйста, вот. Это And Other Stories, я не сказала, это And Other Stories. Моя вообще первая покупка там. Единственный момент, да, как вы относитесь вот к таким удлиненным воротничкам. Вот он здесь вот такой. И еще про размер. Я всегда практически беру эльку, кроме кос. И надо было подумать, да, это же один концерн, по-моему, да, и тут элька прям реально большая. Надо было вот мне брать М. Но я не расстраиваюсь, зато я люблю носить рубашку на что-то вот так вот, надевая ее сверху, и, соответственно, хорошо, что размер больше. Помните девочку с персиками? Вот с этой вот лентой я просто как с этой картины сбежала. Я ее сестра. Это я оставила персики. И еще хотела с вами поделиться, раз мы уже отошли от парфюмерной темы. Те, кто хочет только парфюмерию, пожалуйста, переходите по тайм-кодам. Они у меня вообще всегда есть. За редким исключением, если что-то пошло не так. Друзья мои, вот тут моя косметичка, и я вам хочу показать то, что я купила в последнее время именно из бюджета. Вы знаете, когда покупаешь что-то люксовое, и оно классное, ты такой, ну, а как могло быть иначе, да? И вот у меня какое-то такое отношение. А когда ты покупаешь что-то из масс-маркета, и оно прям классное, то хочется поделиться. Карандаш от Maybelline, называется Super Stake Ink Crayon. И мне кажется, это и как карандаш, и как помада одновременно. Он вот такой вот. Вот такой вот. Видите? Можно просто как помаду использовать. Он хорошо увлажняет. У него такой деликатный сатиновый финиш. Вот этот цвет 15 Lit the Way, он просто идеально вот с моим тоном кожи. У меня такой холодный подтон кожи. Он просто, вот губы выглядят как будто они без всего, без карандаша. Вот просто как нюд. У меня они бледные, а благодаря этому карандашу они просто приобретают такой естественный, здоровый цвет. Шикарный. И запах у него тоже очень приятный. У меня кот пытается сейчас с террасы куда-нибудь. Макс! Молодец. Еще супер удачный. Это продается в Золотом Яблоке. Darling Wet Kiss. По-моему, я уже рассказывала. Ну, хочется еще. Lip Fondue номер 1. Немножечко липкий, но хорошо увлажняет. И вот тоже он придает блеск, но по цвету он как будто бы как свои губы, только с блеском. И, друзья мои, это просто огонь. В прямом смысле этого слова. Так, сфокусируйся, пожалуйста. Видите? А меня еще продавщица на кассе предупреждала. Она говорит, он очень щиплет. Я такая, а что же я? Такие блески, что ли, никогда не пробовала? Нет, друзья, не пробовала. Он прям печет. Если вы были когда-то в Таиланде или ели тайскую еду, вот прям настоящую, не европеизированную, то вы понимаете, как может печь, вот насколько это может быть остро. И вот это вот оно. Ты наносишь на губы, и ты просто, наверное, не знаю, минут 10 ты только вот там чувствуешь вот эти вот незабываемые ощущения. Ой, господи, увеличивает ли он вообще как-то губы? Мне кажется, нет. Он увлажняет, ну, потому что кровь приливает к губам. Если у вас, вот как у меня бледные губы, всегда бледная кожа. А если холодно, они вообще начинают такой синеватый оттенок приобретать. Да, в этот момент это чуть-чуть оно добавляет цвета. Но предыдущая версия, там тоже был какой-то такой эффект. Ну, примерно так же, да. Я не вижу никакого вот сильного увеличения. Он, ну, как любой блеск. Он, кстати, вот уже прошло, наверное, час прошел, как я нанесла. Он до сих пор печет губы. Это, друзья мои, это не для каждого. Это вот правда. Даже если вы на руке попробуете, это все равно не то, что на губах. Предупреждаю. Не знаю, я второй раз не возьму вот это вот.
Я даже не знаю, смогу ли я допользовать такие румяна. Сейчас я вам их открою, покажу. Внутри я за котом слежу еще. Посмотрите, посмотрите не на меня, а на румяна, пожалуйста, смотрите. Вы видите, это холодноватый розовый с персиковым и золотым шиммером. Это, друзья мои, Nars Orgasm. Если вы знаете эти знаменитые румяна, вы понимаете, о чем я. Но мне вот этот продукт нравится даже больше, потому что вот целый день они со мной. И надо совсем чуть-чуть, очень пигментированно, чтобы он засиял. Засиял в полную силу. Бренд Deli Plus. Он у нас продается в Меркадоне, это супермаркеты, это их бренд, насколько я знаю. Он бюджетный, но я видела его на Wildberries, и на Wildberries он почему-то стоит дороже. Здесь он стоит даже дешевле, чем Maybelline, например, да, ну, то есть такой масс-маркет. А на Wildberries, мне кажется, он стоит дороже, чем обычный масс-маркет. Какое-то движение у нас, надеюсь, вы меня слышите хорошо. Но просто идеальный. Я бы даже на сам Nars не применяла. Принесу, покажу. Котя, поздоровайся, поздоровайся. Я его сейчас отсюда уберу, потому что он уже запрыгнул вон туда. Вам покажу. Вот туда вот он запрыгнул. Вон туда. На парапет. Где это видно, да? Нет, я боюсь. Я буду все время сейчас на тебя смотреть. Про парфюмерные мечты, прям которые до дрожи пронимают. Это не просто ароматы, вот какой-то парфюмерный виш-лист. Это то, что я очень давно хочу, но просто куда-то вот задвинула по разным причинам. Кроме одного аромата. Его вот я недавно захотела, и мне прям руки чешутся его купить. Сейчас с вами посоветуюсь. Начну с давних своих желаний. Первое – это Шанель номер 5 в духах. Он просто космический. Это просто какая-то нереальная цена. Я посмотрела на сайте от 2 с чем-то тысяч евро. Я думаю, что, господи, как это может быть? Ну как? Это же просто... Это невозможно. Слов нет. Я нашла какой-то такой, ставлю вам фотографию, футляр с 7,5 миллилитрами Шанель номер 5 в экстракте или в духах. Вот у него более-менее нормальная цена, но, вы знаете, я не очень понимаю, что это вообще такое. На официальном сайте этого нет. Это есть на Натино и на каком-то французском сайте. Я его вообще первый раз встретила. И там цена где-то 180 к 200 евро. Что вообще, почему духи, да, у меня же есть парфюмерная вода, они прям значительно отличаются. У меня есть коко в парфюмерной воде, и коко в экстракте или в духах – это абсолютно разные вещи. Коко в парфюмерной воде – это помадная роза, древесность и вот то, что ДНК Шанель. Коко в духах – это цветочный лук вот в самом, да, разгаре лета, вот эта пыльца, ты прям слышишь, как пчелы там, да, обрабатывают цветы, ты просто находишься на этом лугу, и там роза тоже есть, но там очень много разных цветов, они абстрактные, но вот есть еще какой-то такой медовый шлейф у этого аромата. На мне он так открывается в жару. Или, я думаю, на горячей коже всегда. В холодную на мне какая-то альдегидность, просто вот какие-то вот эти все сундуки страшные, вот все, о чем рассказывают про Шанель Коко, вот все в холод. В жару это просто невозможно красиво. Это намного красивее, чем парфюмерная вода. Просто это несравнимо. Точно так же с духами Шанель номер 5. Я один раз их тестила. Это намного мягче. Альдегиды там, да, они присутствуют, они есть, но они не такие звонкие, да, допустим, как в туалетной или в парфюмерной воде. Они
какие-то тягучие, они тоже холодные, но когда он открывается, он более густой, он более пудровый, он насыщенный, он, так как это экстракт, он не будет вот шлифить на километр, но он будет просто держаться вот всегда, да, он надолго. Когда будет ветер, вот если вы попадете в ветреную погоду в экстракте, в любом, тогда да, тогда шлейф будет очень длинный. Это есть. Но если вы просто сидите в помещении, то есть духи Шанель номер 5 можно использовать куда угодно. Они универсальные. Но цена у них абсолютно не универсальная. Шанель номер 5 мы поняли. Цена космос, я не знаю. Может быть, когда-нибудь у них появится вот 7,5 миллилитров хотя бы на сайте. Ну, просто 2000 с лишним, ну извините. Наверное, если бы я продала половину коллекции, наверное, не знаю. Второй лот, это тоже Шанель, и это Allure, и тоже в духах. Вот он, я просто кусаю себе локти. Я его тестила в Рив-Гоши. Он продавался там в 35-миллилитровом флакончике. Представляете, это прям нормальный такой объем в экстракте. И сейчас вот на официальном сайте есть Габриэль в экстракте. Вот за, ну, так скажем, более адекватные деньги, тоже 35 миллилитров. Я в таком же варианте встречала Allure. Я вот сейчас думаю, ну что я его не купила? Да, он тоже тогда был не бюджетно. Но я помню, я тогда сам Allure в парфюмерной воде купила тысяч, ну, за 5, наверное, может, за 6, ну, точно не больше. И тот стоил, ну, может быть, 15, может быть, даже 10. То есть это прям вообще адекватная цена. И я так жалею, что я его не купила. Я помню, что я его нанесла на себя. Он точно так же. Он более густой, более насыщенный. И там как будто бы больше граней в этом аромате. Там есть вот такой персиковый мусс. Ну, он в парфюмерной воде тоже есть. У меня она, если что, есть, это парфюмерная вода. И там сплетение цветов, там фирменная ДНК Шанель. И он, ну вот он как вот, ты его как будто физически ощущаешь. Это как будто волшебный такой крем, который, помните, Маргарита из «Мастера и Маргариты» наносила на себя, да? Садилась потом на метлу, и он просто волшебный. Ой, я просто, я вот, ну, как если бы знать, да, я бы, конечно, его купила. Сейчас он тоже на сайте Шанель стоит тоже какая-то космическая сумма, 11 тысяч евро, 2, я не помню, какая-то просто нереальная сумма. Покажите мне, кто покупает. Я уверена, что это не такое огромное количество людей. Во-первых, они должны любить именно Allure Шанель, да, а во-вторых, они должны за такие деньги их купить. Какая-нибудь средняя такая машина может стоить таких денег. Ну, не средняя, ну вы поняли. Подержанная средняя машина может стоить таких денег. Просто невероятно. Вот, но я все равно хочу. Я думаю, что когда-нибудь, где-нибудь я что-то встречу, может быть, с рук, может быть, как-нибудь. В общем, я все время немножечко нацелена. Если я где-то увижу, то я бы, конечно, их взяла за адекватные цены, за адекватные деньги. 2000 евро нет. Друзья мои, дальше все немножечко пореальнее, попроще. MDCI Пеш Кардиналь. У меня сейчас есть от Левант этого аромата. Я ничего с собой не взяла, ну что тут от Левантами, да, козырять, когда мы говорим про флаконы. Я бы, конечно, хотела именно новый, да, не с рук купить, а именно новый флакон. И вот с этой вот самой скульптурой, да, но это было бы идеально. Невероятно красивый персик, черная смородина, очень концентрированная, тубероза в сердце аромата, кремовая, томная, тягучая. Она такая вот немножечко уходит в какую-то летнюю тему, загарную. Очень красиво. Для меня это просто аромат наслаждения жизнью, удовольствия, страсти. И он для меня ни на что не похож. И открывается очень красиво, я думаю, на горячей коже всегда, потому что вот эти верхние ноты, они должны открыться, иначе аромат просто пугает. Вот, кстати, в таких ароматах частенько есть что-то сначала пугающее, да?
Вот таких вот, которые просто крышу сносят. А потом, да, когда вот он открылся, у него невероятно красивый шлейф. Это вроде бы тубероза, она немножечко, кстати, у меня пересекается с туберозой от Le Labo. Лис, по-моему, называется этот аромат, но там она какая-то пронзительная, а здесь она смягчается в базе. И даже потом, да, уже через часа 3, когда аромат на коже, он чем-то мне напоминает терракоту от Guerlain. Ну вот скорее по настроению, не сказать, что это аромат, который можно заменить. Я вообще считаю, что вот все, что я перечислила, никак не заменить. Ну вот никак. Вот духи Шанель и Алюр и Пятерка – это не то же самое, что парфюмерная или туалетная вода. Вот они, правда, если вы особенно фанат Алюра и Шанель номер 5, они, правда, отличаются. Аромат, который, в принципе, вообще реально купить в плане денег, это вообще не проблема. Это новоявленный, новоиспеченный аромат от Квентина Биша. Я думаю, вы сейчас поняли, о чем я говорю. Марк Антон Баруа Альдебаран. Дело в том, что когда я слушала отзывы первые, да, от блогеров, то там были и подвалы, и картошки, и земля, и что-то, ну, прям такое необычное, и вообще неносибельное. Это вот аромат очень нишевая ниша. Он вообще не для того, чтобы им пользоваться, а для того, чтобы он стоял и иногда к нему подходить. Вот такие я слышала отзывы, что-то там такое нереальное, космическое, просто вообще, опять же, неносибельное для меня. Это вот, понимаете, когда говорят космическое, нереальное. И тут моя Ульяша, чьему мнению я очень доверяю, нанесла на себя аромат и говорит: Вика, это невероятно красиво. Никаких мешков с картошками, подвалов, ничего такого там нет. Это сливочность, это тубероза, это немножечко есть в аромате даже кокоса, да, это бобы тонка так могут играть. И это абсолютно носибельно. У нее горячая кожа. И я вот так вот немножечко поразмыслила, думаю, скорее всего, на мне это будет открываться именно в жару. Именно в жару. И прям вот, знаете, руки чешутся пойти и заказать флакон вслепую. Вот прям очень. Вот когда она мне сказала, я уже была готова пойти и это сделать. Но я никогда спонтанно не принимаю решения о покупках. Вообще-то, в принципе, вообще ничего практически, да, очень редко. И это меня остановило. Но прям очень хочется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне в Телеграме тоже писали, что никаких там подвалов нет, что очень носибельный аромат. И даже мне говорили, и Ульяшка говорит, что нет там вот этой минеральности, как в Ганимеде, она Ганимед не выносит. И мне еще писала девушка тоже в Телеграме, что она там не чувствует этого. Но кто-то говорит, что есть там минеральность, такая мазутность даже есть немножечко оттенком. Ну вот я прям очень хочу. Как вы думаете? Да? Я помню, меня девочки отговорили в Телеграме Тилию покупать. Ну как отговорили? Я голосовалку устроила, они такие: думай сама, Вика, думай сама. И кто-то мне писал: лучше его все-таки потестить. И я ее все-таки не купила. Не купила. И даже еще не тестила, но как-то я сильно охладела после всех отзывов, что там все-таки присутствует вот эта минеральность, а я ее сильно не люблю. И опять же моя Ульяша, она прям говорит, что она этот аромат вообще выносить не может, что для нее там есть Ганимед. Я Ганимед тоже не очень. Ну, у меня нет какого-то к нему сильного отторжения, но я не люблю, и я бы не хотела что-то купить похожее. Вот, друзья, вот такие вот у меня желания, да, какие-то вполне себе осуществимые, хоть сегодня можно, а какие-то, ну, такие, звезда, в общем, в небе. Пишите, есть ли у вас такие вот ароматы, которые вы очень-очень хотите, но по какой-то причине не приобретаете. По разным причинам можно, конечно, это делать. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.
Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life, поставить палец вверх, подписаться, конечно же, на этот канал. Пишите в комментариях все, что хотите. Главное, уважать себя, меня и друг друга. И, друзья, обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.